Всем доброе египетское утро. В этот прекрасный солнечный день я и мой коллега Али отправляемся в город мусорщиков. Мы хотим увидеть жизнь изнутри. Миллион роликов про этот город есть, но нужно верить своим глазам. Поэтому мы здесь, в Египте, в этой прекрасной сказочной стране с бешеной историей. Это та страна, которая уже начинает изучаться в 5 классе в учебниках истории. 5 или 6 класс, по-моему. И везет наш российский автопром. Лада Гранта. Кто бы что ни говорил, но на самом деле, если эта машина пользуется здесь спросом, и она может выжить вот в этих экстремальных условиях, где летом температура там до 50 доходит, то это говорит о многом. Да, она сделана из-под топора, дубовая, жесткая, гремит, нету шумоизоляции. Все равно она прижилась здесь как техника. Забалин — это не отдельный какой-то город, это район окраинный в Каире. Ну, неофициальное название — это город мусорщиков, потому что там живет сообщество людей, которое занимается сбором и переработкой мусора. Весь мусор с огромного города Каира направляется ранним утром туда. Если брать официальную статистику, то 1 тонна мусора дает работу 12 человека людям. Представьте себе, с многомиллионного города ежедневно сколько мусора уходит в Забалин. От 50 до 80 тысяч человек там проживает. Я сегодня, когда проснулся и заглянул в окно, у меня, получается, гостиница находится на какой-то конечной станции, дальше пирамиды. Ну, то есть такое туристическое место, куда все туристы прибывают, конечный пункт. И просто достаточно было посмотреть 3 минут в окно. Ну, с утра начинаются повозки, лошадиные, верблюжьи, все спешат быстрее. Вот это такая движуха. Это все похоже на вот эту вот местность с пирамидами, на какой-то апельсин, который выжимает, никак не выжмут до конца. Какая-то усталость от этой картины возникает. Ну, далее. Сугубо лично мое мнение. То есть настолько все здесь заезжено. Мне кажется, даже некоторые люди не знают то место, с которым они проживают рядом. Ну, есть вот кучка камней и есть. Особо, наверное, не вникают в историю своего края. Я сразу понял, что мы приехали, потому что очень плохо пахнет здесь. И большое скопление мешков с мусором на крышах зданий. Фу, здесь такой запах стоит, ё-моё. Ну, конечно, везде. Везде был в таких местах, но здесь именно не запах отходов, а какие-то металлы. Даже водитель к носу преподнес 2 пальца.
Very good. For me. The smell. Водил, может быть, нахер ему вот эта местность нужна. Куда ты едешь, чувак? В общем, дома-то здесь не маленькие. То есть это там, я не знаю, 10 этажей есть. 10 этажей. Короче, как говорится, деньги не пахнут. И для меня, и для местных жителей. Как будто какой-то астрал здесь. Поворот не туда. Я был на больших городских свалках, но здесь вот это все как-то перемешано и выглядит прям необычно все. Говорят, что до 2009 года здесь были фермы по разведению свиней. Ну, то есть отходы пищевые, все это скармливало свиней. Но после некоторых обстоятельств запретили разведение свиней. Здесь большая часть это копты, крестьяне. Естественно, поэтому можно было выращивать хрюшек. Есть небольшая часть мусульман. Они вполне себе мирно уживаются с христианами. Там, если прям сильно углубляться, да, были там разногласия, именно какие-то религиозные, но все равно все это решается. Все решаемо. Армагеддон. Вот я вижу, мечеть есть. То есть здесь как раз про то, что мусульмане живут с христианами вместе рядом. Здесь какой-то фильм ужасов прям, реально. Картина из... Какая-то космическая сценка. Мух я вижу очень много, даже вот через окно. Несмотря на то, что холодно, они облепили мусор. Все-таки мы не зря позавтракали, потому что здесь как-то не хотелось завтракать. Не брезгую ни в коем случае, просто много раз в таких местах, именно где много мух, травился по 3 дня. Состояние не айс. Здесь сколько мандаринов продается. Знаете, что поражает? Вот эти вот масштабы. Во-первых, сами здания очень большие. Если где-то в других странах ты заезжаешь в районы, где происходит переработка мусора, ну, это не прям такие высокие здания. Здесь они реально высокие. Это как будто ты в какой-то город старинный заехал. В город мусора. Я только сейчас заметил, что что-то начинает оседать в горло. Всех нужно понимать, потому что никто не виноват, что он родился в этой стране, в этих условиях. То есть принять как факт, если есть возможность, попытаться изменить. Если не получается, как говорится, game over. Начнем мы свое путешествие в город мусорщиков именно вот с этого места. Это церковь Святого Симеона Сапожника. Это, можно сказать, такой амфитеатр. Алтарь, высеченный в скале. Очень красивое место. Реально необычно. Какое-то здесь спокойствие у меня прям на душе становится. Вот я реально здесь чувствую. Знаете, как будто солнечный день, ты проснулся, радостное настроение, впереди какой-то праздник детский. Именно вот такие ассоциации здесь возникают. То есть что-то в этот день должно случиться хорошее. Если честно, даже здесь такой смрад, неприятный запах стоит. Но все-таки, несмотря на то, что вот скалы, даже сюда заходит этот
неприятный грязный воздух. Это очень красиво. Реально. Такие благородные тона. Вот этот, что-то кремовое. На фоне нежные голубые цвета. Душа радуется почему-то. Это не передать. Надо здесь просто быть. Начинаем спускаться вниз. Если загуглить, это крупнейшая церковь на Ближнем Востоке. Вместимость до 20 тысяч человек. Это место, ради которого живут здесь копты, можно так даже сказать. Для них это все. Это, наверное, второй дом. Тяжело передать масштабы. И камера, наверное, не передаст. Вот он, тот самый амфитеатр под открытым небом. Здесь вот уже можно поближе все посмотреть. Это история. Аж дух захватывает здесь. Поднялись чуть повыше. Мусор даже вот здесь, смотрите, за забором сразу. Так, вниз спустимся. Я думаю, здесь красиво будет. Очень понравился. Очень советую всем к просмотру. Если будете в Каире, обязательно сюда загляните. Такое место намоленное. Там попугаи или обезьяны? Попугаи шумят, да, так? Прямо рычат, как волки. Рычат, как тигры. Курить нельзя, вейпить нельзя, дымить нельзя. Смотреть можно. Вот это красота, да? Если здесь, конечно, включить освещение, будет прям очень красиво. Здесь в основном естественная там картина. Картина папа. И она так внимательно за тобой смотрит, куда бы ты ни повернул, всегда взгляд на тебе. Я же испугался сначала. Выходим со святых мест и направляемся теперь уже в сам город. Ну, вот я так понимаю, что здесь можно, наверное, отель, да, что-то такое? Или вот... Ну там, смотрю, комната. Здесь все серьезно, сотрудники полиции охраняют. В определенные дни, наверное, эти ворота закрываются. То есть меня вот это вот прям очень сильно напрягает. Вот там смотри, что висит над головой, пару тонн. Она не может упасть на голову нам? А? Но везде какая-то переработка идет. То есть отсортировали и перерабатывают. Но, как нам рассказал местный, самые дорогие позиции — это пластик, стекло. То есть на этом люди нормально зарабатывают деньги. Ну, естественно, если есть цвет мед, тоже дорогая позиция. Здесь есть свои олигархи. Также местные. То есть здесь есть все. А это что такое? Лед или что вот это? Я не пойму. Это что это такое? Нет, это не лед, это. А что это такое? Стекло. Стекло это? Ой, да, ازاز. Порселен. Порселен. А что это такое? Бурслен. Это камень. Камень? А, не стекло. Копча. Ну, прям вот сильного запаха я не чувствую пока. Мы когда заезжали, он был сильнее. Смотри, как прессует пластик в бутылке. Здесь, похоже, иммунка у людей очень сильная, потому что все это... А я вот слышу свиней. Слышь? Свинья орет, слышь? Так что свиньи есть.
Не всех перерезали. Свинки Пеппа. Ну, такие они, как гончие. Но весь мусор поднимается на крышу. То есть не мусор, а то, что переработанный мусор. Потому что везде лебедки, и все это наверх поднимается. Снизу утром рано, там, в 3-4 едут в Каир, собирают весь мусор, везут сюда его, перерабатывают и поднимают, ну, то, что там не воняет, не гниет. Отсортировывают, вернее, потом его поднимают наверх и потом уже на переработку. Естественно, если они здесь не мусульмане, для них это самое дешевое мясо. Тем более есть отходы. Интересные места, конечно. Мух много, но как-то некрасиво мне подходить, снимать. Это Забалин. А можно с кем-нибудь поговорить? Узнать мне, вот прям интересно, сколько они зарабатывают в день, один человек. В общем, если работаешь на дядю, то получаешь 200-300 фунтов. Если работаешь сам на себя, если у тебя есть своя точка, до 1000 фунтов, ну это где-то 1300 рублей на человека возможно здесь заработать. Квартиры здесь стоят от 400 тысяч фунтов. Ну это где-то 550 тысяч рублей. Работы полно, все здесь распределено. Криминала нету. Криминал контролируется старейшинами. То есть они сами разрешают вопрос. Здесь нет такого, что вот ссор из этой избы, поговорка такая актуальная, он не выйдет дальше Забалина. Забалин — это место, где может появиться искра, ну, скандальная, и тут же она погаснет. Все решается на месте. Так выглядит мини-шоп. Знаете, люди всю жизнь здесь живут. Всю жизнь. И с семейными кланами работают. Ну, мух терпимо мало, потому что сейчас холодное время года и, соответственно, мухи не активничают. Здесь есть свои магазины, школы, церкви, мечети, досуг, свои пекарни, свои рестораны, ну, а-ля ресторан, но рестораны местные, типа местные. А вот пекарня. Ну, такие видели уже в Каире. То есть Санпин, по идее, должен все прикрыть, но его здесь нет. Давай посмотрим, здесь что готовится. Вот эта штука очень вкусная, я ее люблю. Я бы прямо сейчас ее съел. Блин, какие-то вкусные баклажаны. Здесь столовая, да? Местная столовая. Местный Макдак. Ну, видите, везде на фасаде кресты христианские. Это жизнь в вечном мусоре, по факту. Как бы ты там себя не утешал, реально здесь ты живешь на большой мусорной свалке. Всю свою сознательную и несознательную жизнь. Люди здесь доброжелательные, показывают мне вот так вот по шее и говорят Аллах Акбар. Ну, это, наверное, что-то хорошее. Причем он улыбался. То есть я не понимаю, как это расценивать. Ну, расценим как хороший жест, наверное. На меня или голубь насрал, или что-то упало сверху. Мне вот интересно, в квартиру зайти, там вот как будет? Чисто или грязно?
такая штука может вам упасть на голову и повредить плечо. Он пригласил нам, что если бы... На голубятню, да, Да, посмотреть? да, давай смотреть. В общем, я узнал, этот пацан, шутя, отрезал мне голову. Ну, шутя, говорит. Так, местные шутки. Еще большая-большая голубятня. Еще голубятня. Это египет. Здесь голуби. Это еда, это мясо. Бляха, мух, сколько здесь мух. Вот здесь вот реально мухи. Мухи проснулись. Вот видите, капот теплый, они все на капот летят. Бля, здесь такая вонища. Женщина подошла с лепешками и передает их семье, которая сидит в мусоре и перебирает мусор там тут же. Здесь к мусору такое отношение. Мусор. Бля, здесь прям вообще жестко. Вот еще свинки повизгивают. Вот здесь вот запах, да, начинается сильный. И много мух. Страна прогревается солнцем, поэтому здесь реально запах. Вот в кафе зашли, свинина, баранина. Они в 4 часа начинают работать. Поэтому прям... Там не тупик. Там, наверное, тупик. В 4 часа можно отведывать наивкуснейшего мяса замаринованного. Местные злятся, мне кажется, все равно чувствуют. Потому что, наверное, все расценивают, что над ними насмехаются. Мне так кажется. Ну, у меня цели такой, естественно, нет. Может быть, это связано с другими туристами, которые сюда приезжали. Видите, солнышко появилось, поверхность нагрелась. Соответственно, появились и мухи. Все это дело, между прочим, пытались упразднить. Фу, блядь, сколько здесь мух, ужас. Но не смогли. Все равно ручной труд он пересилил. Но вот здесь чувствуется, да, прям мушки. Вот как раз по соседству и обитает этот храм. Он на крыше дядька, молодой пацан, размахивает египетским флагом и присвистывает, зовет голубей в голубятню. Здесь, я так понимаю, тупик опять, да? Мы сейчас упираемся в скальную породу. Разрешили снять это вот. А your name? Name? Шнуда. Шнуда это его жена, это его ребенок. Это его, наверное, сыновья. So, thank you. Здесь есть школы, здесь есть детские сады или детский сад. Тут непонятен был момент. Здесь есть голуби в клетке. Я не знаю, это не для еды, скорее всего, это такие какие-то декоративные. Здесь есть вода. В каждую квартиру, ну, как они говорят, подведена вода. אני ראיתי פוטוגרפיה, הסגילה לי פוטו, видео на YouTube, он бабюлан, он говорит. اوريك حاجه حلوه. А, его снимали на видео? Да. ايه بيقول مسلم ولا مسيحي صح؟ لا انا Это ему, لا انا это он. واخد ابونا سمعان اللي он? انت رحت الدير بتاعه. Это он? Это он. А почему сейчас побрился, спроси? انت حلقت شعرك ليه؟ لا ده مثلته فيلم он بيزنس اكتر. А, он актер? عامل فيلم مزدلة اللي عامل فيلم اسمه عودة الابن الضال هيتعرض في فرنسا في اوسكار الاسبوع اللي جاي. بص اوريك. То есть он актер? актер, местный. да, он сделали أوريك حاجة фильм. دلوقتي. Ага. будет هوريك دلوقتي انا متصور مع مين. عامله مع يسرا ونادر التمساح Не жизнь, а والناس دي фильм. واخد بطل. هوريك لبس زي نادر. нам показать его. То есть он местный актер? Да, местный актер. Ты его видел по телевизору хоть раз?
Или это местное кино? وريله دلوقتي بس يجي. نيت он Спроси, говорит, пожалуйста, сколько здесь человек в городе проживает? وكم واحد عايش هنا في المنطقة؟ Не в городе, а в районе, вот именно в Заболине. 100,000 15 مليون. في المنطقة هنا 15 مليون. 5% مسلم وكله ارثوذكس. Ну, бьет процент мусульмане, он говорит. Остальные христиане. Не, а количество сколько людей? Он говорит 15 миллионов человек. هو ايه Это هو очень اسمه много. ايه هو ايه 15 миллионов где? Вот здесь? Да. В этом районе? ارثوذكس ولا Может كاثوليك؟ быть 15, Не, он что-то 150 путает. тысяч. ارثوذكس ولا كاثوليك ولا مسلم؟ Он مسيح. ارثوذكس Христиан. ولا كريستيان. ايوه ارثوذكس ولا كاثوليك؟ بابا كاثوليك. فاتيكان. Православный. أرثوذكس. ارثوذكس Да. انا شماس. قول له أما بقى أنا مش مسيحي والله ما عارف. قول له هو شماس مع في الدير يعني خادم إيش؟ يعني خادم Сэр, سنين انا خادم мы были там, скажи. قول له Он помощник. Он помощник Да. В Деми Белый. главного богослова. دير شرش. ده كله فيديوهات مسارح عاملها مسارح دي كلها مش كله ده نشوف لهم مسرحيات показывают. Он اه актер. كله ده انا عامله مسرحيات بص. Церковный актер он. بص كله ده مسرحيات دول احفادي Это дитя. Дети. دول احفادي Он дедушка. ده وانا بصطاد Он дедушка. что ли? А что это такое там? اه انا اهو Это он голубей нарезал столько или что это? دول مذبوحين؟ اه يمام Так говорили. Это он столько... صليب Я Как, понял. вы знаете? اه А, он их еще и стрелял بص، بندقية بص с винтовки. Вот этот дедушка. كوميتا امريكي Опасный дедушка, скажи. Важный. يقول ايه بقول لك كده انت يعني جد خطر. Дедушка. هنا لا انا Ну все понятно. Это тоже в каком-то фильме он, да? واخد قول له واخد ترند 6 مليون Он тренд 6 миллионов на ютуба. ناشونال في ترند. ناشونال جيوغرافيك И National Geographic. وكريم السيد Скажи, что мы очень рады за него ده и حبيبي желаем его. حفيدي بيبي А это что за дед? دي إيه، بيبي А, حبيبي. отец Бабушка. ده بابوشكا. انبا بشوي или дед? انبا بشوي قول مش له ديت شو؟ قول له دير الانبا بشوي قول له دير الانبا بشوي في Это وادي النطرون السيرك. اسكندريه Все, Дед я понял. ايوه ما بعدين بص Не можем с места مباشر. тронуться. Потому دي что ابو حديده اسم السمك ابو حديده أبو حديد. ده هنا все фото Это сейчас знать- пересматриваем. دي شغلتي بقى قول له ده شغلته Что Это значит? его работа. بشوي الخنازير فاهم Его работа? دي شغلتي Он обжаривает свинину. Ага, жарит свинину. بذبحه هنا بودينا كشوي عندي محل برضه Нормальная работа. على بقى ورايا Нас пригласили наверх. Здесь какими-то крысами пахнет. حاجات حلوه Здесь прям крысятник какой-то. تعال Лоби, как в деревне. Ага. هاتوا معاك تعال تعال Али, это значит иди. Это для красоты или для еды голуби? Спроси. ده للأكل ولا للتربية؟ ده تربيه زاجل بتاع سبق بعمل بيه مسابقات Или все вместе? ده بيجي من اسوان Они для кушать. بيجي من اسوان Для красоты. Я понял. Декоративные голуби. Там, по-моему, один уже все سريعة صح؟ ماتت دخلت في البتاع دي ماتت. отдекоративничал. بص ماتت دخلت دلوقتي لسه جايبها لسه جايه دلوقتي سخنه بص هي دخلت في دي Ну, он его будет есть? Есть сейчас будет? Они его съедят или выкинут?
رميها خلاص. Мусорку. Мы только хотели отсюда уйти, а тут бах, на тебе. Видите? Индейки. Что-то индейки кормят, как свиней. То есть там количество еды на двух хрюшек больших. كل حاجه انا كنت مربي اسد. اي حاجه انا بربيها. وريله تعالى هنا بص صوره. Экспедиция продолжается. Дальше идти? نطلع فوق تاني؟ لا 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 لا. Блять, под ногами жопа полная. Ого. Что там в 2009 году всех خليهم يجوا порезали, عندك говорят? كلهم خليهم يجوا عندك كلهم. Давай. يجوا فين؟ عنده هنا قدامه. Блять. دي شغلتي بقى. ولا واحد ما يحوش كله لازم يجي. كله لازم يجي. كله يجي. Ёптать. كريم السيد صور المزرعه دي. Что он говорит? 6 مليون. Они его с ними снимали Ага. на YouTube 6 миллионов 6 миллионов. просмотров. Ну, нормально. هو بيذبح وبيشوي. Он الاثنين يعني. отрезает и жарит. А они больше не растут? Это что, самые крупные? Или крупнее есть свинья? Размер? أكبر حاجة دي؟ في اكبر في اكبر. ده يس больше. اطلع هنا. صورني بيبي. А, бэби? Идея. بيبي Can كده I see? كده كده كده. Блять, здесь все в говне. И тут кормящие мамы. Так, هنا 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 بص. вид сверху. А, вон они маленькие, все здесь. اه بحب Малышня الميه. выглядела. ده بيبي بيبي. اكش يتقوم هو ابوه. انا بقى دي بتاعي بص. В общем, мне пытаются объяснить, что там лицо Иисуса высечено в скале, но здесь я, честно, не вижу. Для меня это просто скала. Нужно какие-то очертания. Хотя бы, чтобы кто-то нарисовал, но ده كان في العتب. в силу трудностей يا ابني معز. и незнания местного языка. قال لك كل المسيحيين يقطعوا بحد السيف يموتوا. Покидаем данные учреждения. В общем, здесь даже есть почти при каждом заведении таком, где перерабатывается мусор. Hello. Можно купить какие-то бэушные хорошие вещи. Ну как бэушные, они не бывшие в употреблении даже, неправильно я сказал. Новые, старые, старые, новые. Денис, пойдем вниз. В общем, более-менее что-то хорошее откладывается и продается все. Так. Мух нет. Куда не зайдешь, везде тупик. Мусорный причем. Мусорный тупик. Горит огонь. Визжат свинки. Пацаны смотрят в камеру. Не поймут, что же я тут потерял. Да, пацаны? Как зовут его? Корос? راس. Карас. يوستس. Йостас? يوستس. Йостас. Карас и Йостас. Здесь все кудрявые. Кудряши. В школу ходят они, спроси. تروحوا مدارس؟ Какой класс? سنة كام؟ في تريتم. В третьем классе? Стой, смотри. У него написано на русском. На русском написано. Это الكلام ده بالروسي كالتورا. الكلام ده مكتوب بالروسي باللغة بتاعتنا. Обжаривается на угле. Я понял, здесь это кафе, да? А где здесь сидят?
Здесь в темноте. В общем, здесь маринуют свинину с кинзой. Ну как пахнет, блин, реально. Вот если забыть, что ты в городе мусор, здесь пахнет прикольно. Классно. А в этом кафе нет света? А, это маринад для мяса. В общем, килограмм мяса стоит 250 фунтов. Это где-то 320 рублей. Здесь чисто довольно-таки. Это шашлычное. Но это не свинина, да? А чё, сала нету? Больше... Это баранина. Ну я говорю, на баранину похоже. Да. Мясо темнее. В общем, здесь можно все поесть. А если много разговариваешь, можно и вот этим вот по спине получить. Так, все, пойдем отсюда. Шукран. Я видел. Свадьбы проходят здесь, в церкви. Так, ну мы здесь были, здесь тупик. Наверное, нам туда нужно идти. И просто этому машина нас, по-моему, преследует. Там свинячье говно наступил. Фу, блин. Дядька что-то продает. Лепешки. Он лепешки продает, да? Сколько стоит? كامل رغيف. لا رغيف بكام؟ رغيف 5 طبعا. يعني الرغيف بكام؟ الرغيف الواحد. В общем, вот мы вернулись в начало. Здесь вот они долбят эту штуку. Я реально не могу понять, что это такое. Это пластик. Все, наконец нам объяснили, это пластик. Вот так выглядит пластик. Собака, которая хочет жить. Здесь все хотят жить. Сколько комнат и сколько метров квартиры у них? الشقة كم أوض؟ يعني تري كومناتا. ثلاث اوض وصاله ومطبخ يعني تري كومناتا ريسبشن كوخنة туалет. مليون. А метров сколько? Метров? المتر بكام؟ المتر مباشر بالمتر Не за метра. عشان В موضب общем, Не почитать за метр. метр не считают, здесь 3 комнаты и ресепшн. И стоит в долларах 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Здесь стоит квартира на мусорке. Трехкомнатная с ресепшеном. А у него семья есть? معك عيلة؟ متجوز معك عيلة؟ 3 عيال Сколько детей? Вот 3 детей. 3 ребенка. 3 انت معاك كم واحد؟ انت معاك كم واحد؟ One. انا 3 One son. Пойдем дальше? Все, спасибо. Thank you. Они ломаются. Ломают пластик. Как ломается пластик? Я сначала подумал, что это какой-то лед. Иней. Все что угодно можно подумать. Соль. Но это оказывается пластик. Очень много читал про притеснение. Ну, типа христиан притесняют. Ну, не знаю, вот сейчас местный говорит, мы братья. Такая. Бывают разные случаи и ситуации в жизни, но выгодно кому-то это. Наконец-то мы вышли. Все равно здесь воздух, вот когда выходишь, почище намного. Там как-то все сперто, сжато. И повторюсь, это не самое прям вот грязное место, которое я видел в жизни. Есть похлеще, конечно, в разы. Здесь прям сильно почитают религию. Потому что
И получается, мы по одной части ходили. Здесь дальше больше. Смотри, здесь новостройки даже есть. То есть они строятся, они расстраиваются. По трое, по четверо детей. Фу, блядь. Мухи атакуют. Прогрелись, проснулись. А что ты поделаешь, если ты здесь родился? Ничего. То есть ты ничего другого не видел. Для тебя это норма жизни. Я думаю, что не у всех еще и телевизор есть, чтобы хотя бы смотреть другую жизнь. Но интернет, сотовая связь, в принципе, заменит телевизор в наше время. Между прочим, фотография вот этого папа похожа как раз на того дядьку, которого мы видели, киноактера. И даже скоро есть своя. Ну, а мы остановились отведать заболинского чая. А коллега выкурить трубку мира. Они не могут, если не шушукнут. Красиво смотрится. Бля, муха прям в ухо залезла. Ебать. Он просто не вписался. Мусорка не вписалась или вписалась в наше кафе. Чай такой терпкий, достойный. Хоть и гранулированный. Жить можно везде. Но везде ли можно жить? Я вот сейчас затаил дыхание, снимаю кадры. А я же в оранжевой толстовке. И смотрю внимательно, как две мухи разбираются на моей руке. Разборки местных мух. Причем, заметьте, мусор-то возят далеко не на лошадях и на ослах, а на таких пикапчиках. Без пикапа нету жизни. Любимая еда у заболинцев — это суп. Любой. Свинина, говядина, баранина, козлятина, куриные. Первое блюдо. Это вот у них в топе. Первое блюдо с лепешкой. Лук, апельсин, мандарин тоже. Ну, естественно, Али подсказывает. Лук, апельсин и мандарины. Тоже любимая еда. Лук с апельсинами, конечно, о вкусах не спорят. Дудит свою трубку. Все равно, когда долго сидишь, уже начинаешь чувствовать запах вот этой неприятной кислоты от мусора. Все равно он бродит. Пищевые отходы в основном дают такой запах. Пищевые отходы дают мух. Ну, летом я представляю, что здесь происходит, когда жара. Сейчас спасает холод. А свет стараются не включать в заведениях. Вот мы когда зашли в кафе, ну, в одно, во второе, я там камеру не включал. Вот. Потому что на свет летят мухи. Не в целях экономии, а именно из-за мух не включают. Здесь надо, конечно, быть бдительным на дороге. Я много раз замечал, что они могут и по тебе проехать.
местные кафетерии. Ну, официальные данные, что здесь до 150 тысяч человек проживает. Это официально. Вполне возможно, что и больше, может, кто-то считает. Мусор, 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 мусор. Везде один мусор. Бесконечные потоки изо дня в день. А что это такое готовят здесь? Как это называется? Это Лепешка? лофтыр, значит, какие-то. Лофтыр. Сладкий мед, черный меда и сыр. Ага. Ну, красиво. Это сольный сыр. Старый. С медом, с сыром, вот разные. Сольный сыр. С солью. Хочешь, не с солью. Как из фильма ужасов, машина выехала. Да. Это центральная улица, я так понимаю. Здесь более-менее чисто. Более-менее. И вот интересно только, когда детки маленькие рождаются, каково им здесь. Ладно, там взрослые уже приспособились. Малыши как живут здесь. В общем, первые этажи это или какие-то подсобные помещения, или сортировочные цеха. Все. То есть весь первый этаж занимает мусор. Последний этаж на крыше занимает тоже мусор. В принципе, здесь сколько бы ты ни ходил, картина никогда не поменяется. Одна и та же картина. Родился на мусоре и умер на мусоре. Как все это символично. Здесь нет коммунальных служб, которые прибираются. Скорее всего, каждый свой участок прибирает сам. Вот по шуму слышно, что рубится бутылка пластиковая. Здесь такие мухи еще назойливые, они прям со всей силы ударяются в тебя. Прямо туда наверх ударяются и там прилипают. Вот только что прошли люк канализационный, то есть все-таки центральная канализация, она есть. Значит, нас не обманули. Есть вода. Вот второй люк. Камеры есть, все здесь есть. Все здесь есть. Представляете, этот поток бесконечный. Это вот въезд в этот район. Они едут и едут. То есть сюда заезжают с мусором, отсюда заезжают вот с такими уже мешками. Гранулы, я не знаю, что там, порошок. Вот они, центральные врата. Hello. From Russia. Yes. 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 Здесь аж такой туман, смог стоит. Смог от пыли.
Тут просто они не останавливаются. Там написано было, что они до 4 до 5 утра. В 6 уже все, типа, все из Каира вывозят, но время полдень, а они не останавливаются. Население в Египте увеличивается. Каир растет очень быстро. Естественно, и мусора очень много. Я заметил, даже здесь вот эти всякие предвыборные агит-плакаты, кандидаты всегда на фоне там Иисуса, церкви. То есть на фоне святого. Проходили мимо дома, а там чучело, я не знаю, как это назвать, чучело лисы. Я вставку с айфона покажу. И маленький козленок. Я хотел ближе подойти, снять. Мне не разрешили. Не знаю, с чем это связано. Тут же про любовь говорят. Любовь к России. Ё-моё, что там такое? Все, вот здесь прям мухи все начинают уже нападать. Они уже начинают в нос залазить. Вроде бы приветливые, добрые. Бах, резко могут вот так отрубить. То есть свои нюансы. Общение в Египте с людьми. Приехали на небольшой перекус. Тоже какой-то локальный рынок. Я первый раз вижу, что так продавались яйца. Не то что в коробках, а вот именно такими кучами, как они лежат здесь. Съемка из прошла неудачно, потому что это, говорит, мой магазин, и я не разрешаю здесь снимать. Вопрос почему? Просто вот без объяснения причины. Это мой магазин и все. Ну, видно, какой-то сильно набожный. Не приемлет фото, видео, съемку, смотря в Инстаграме на других. Ладно, это его право, в принципе. Без всяких. В общем, яйца там кучами лежат. Голуби на забой и утки на забой. То есть все на забой лежит. Местные любят вот такие вот рыночки. Вот здесь рыбка. Все морепродукты в основном замороженные. 75 фунтов стоит килограмм рыбы. Это где-то 100 рублей килограмм. Вот ты идешь, и тебе там вслед нет что-то покрикивают, типа, по поводу камеры. А вот уже когда останавливаешься, все, здесь уже как ёрши некоторые распускаются. Я так хочу баклажаны, прям очень сильно. Мы уже одну точку приметили. Сейчас прогуляемся и вернемся. Баклажаны и томаты. Что может быть прекрасней? Если честно, хочется прям вот что-то такое вкусное, мясное. Мясо здесь продается в таком своеобразном виде. Вроде бы оно мясо есть, а вроде бы его и нет.
Так выглядит пекарня. Я уже показывал. Здесь вот все, что пекется, выкатывается на улицу. И вы можете подходить, брать спокойно, кушать, покупать, есть все, что угодно делать. В общем, лаваш готовится таким образом. Большой круг, немножко промасленный, тонкое-тонкое тесто. Дали креп. Это для креп у нас. Знаете креп? Нет. В общем, лаваш, не запаривайся. Нет, это банкет. Знаете банкет? Банки или банкет? Банкет. Не знаю. Ну, это лаваш. для креп у нас. Как сэндвич. Для сэндвича, как шаурма, да? Да, как шаурма. Для шаурмы. Ну, лаваш. Он кинул небольшой круг. Вот он как его вытянул. Мастерство и опыт. Я бы с виду прошел. Я бы прошел, даже не понял, что здесь лаваш. Он на глаз все знает уже. Что это такое? Это фанус. Фанос? Это для Рамадана, когда месяца начинается. А, вместе Рамадан включают его, да? Да, да. Там лампочка какая-то. Нашли мы место, где перекусить, но там невозможно сесть. Поэтому вообще очень тяжело найти сидячие места. В основном это кальянные. Но жарил он там очень аппетитно. Практически из каждой комнаты доносится Коран. Коран — это всегда фоновая музыка. Даже не музыка, а какое-то песнопение. В общем, это фон. Это фон, который сопровождает любого египтянина. Это вот ребята, скорее всего, из Судана, темнокожие. Там сейчас проблемно у них. Еще одна пекарня. Спустя 600 километров мы нашли заведение, где можно хотя бы присесть с краешку и перекусить. А здесь готовят фалафель, ну как обычно все стандартное, баклажаны, картофель, перец и хлеб. Очень вкусно. Если веган, то только такой. Я говорю, если стать веганом, то только таким. Чтобы такая еда была. Ну, все немножко островатое. Ну, для меня терпимо.
рядом находится точка по продаже каких-то салатов местных. Салаты, солености. Там тоже очень много народу. Я никогда не думал, что я так люблю баклажан. Пора отключаться. Оказывается, вполне реально здесь купить пиво, ну и местный крепкий алкоголь. Есть специальные магазинчики, такие ларечки, где все это продается. Пить на улице запрещено, любое распитие алкоголя. Или специально отведенные места, или где-то дома. Будьте так любезны. Но все есть. То есть здесь к этому спокойно относится. То есть, я же говорю, вот через стенку может в заведении звучать Коран, и вот через стенку продается алкоголь. Заметил, здесь все и все продают. Здесь вот купил, перепродал, 100 раз перепродал. Одни перепродажники. Здесь такой прям резкий контраст и переход между можно и нельзя. Жизнь под мостом. Всегда можно спрятаться от дождя. Можно все при желании. Такой смрад стоит. Уже не первый раз замечаю, что коз и баранов здесь прям луковицами целыми кормят. В этом районе много из Судана. Там очень много. Здесь в центре идешь, то висят женские открытые платья. Здесь уже больше в паранже женщины встречаются. В этом районе лучше не шутить. Могут неправильно расценить ваши шутки.